Привет, друзья! Вы на канале Пуля ТВ, с вами Артур Есаян и наша рубрика «Давай обсудим». Весь YouTube облетела срочная новость. Амиран Сардаров закрывает свой проект «Битва за хайп». Честно говоря, мы сами охуели. У кого же мы теперь будем пиздить наш контент? А теперь серьезно. Оказалось, что это не шутка, и Амиран действительно приостановил действие своего промоушена. И теперь все бойцы, а также зрители просто осиротели без отца-основателя. Но мы, по крайней мере, такого точно не ждали, ведь он добился такого ошеломительного успеха в мире поп-ММА. Но я, к сожалению, вынужден вам сообщить новость, которой сам не рад, но так сложились обстоятельства, такая жизнь. К сожалению, «Битва за хайп» больше не будет выходить. Я ее уже не могу тянуть, не вывожу. Мне ее тяжело было очень тянуть и до коронавируса. Расходы очень сильно росли, гонорары росли, аппетиты ваши росли. Но это нормальная история, тут как бы никаких претензий нет. Любой боец, который выигрывает, он хочет и заслуживает получать больше за следующий бой. Кто же теперь будет платить такие огромные гонорары бойцам-любителям? Давайте попытаемся во всем этом разобраться. В прошлом выпуске мы вам уже рассказывали, сколько же берут бойцы за выступление на битве за хайп. И берут они без преувеличения много. 200 тысяч рублей, 100 тысяч, 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей. Это дохера, дохера, дохера! Мы как молодой проект не готовы платить такие огромные гонорары бойцам. Как сказал Амиран в своем заявлении об уходе, что аппетиты бойцов росли все больше и больше, но он их в этом не обвинил, а мы обвиняем. Вот. Да и вообще я помню ваши там просьбы, чтобы было понятно там по количеству боев, какое-то понимание, можно было строить жизнь и планы на будущее, тренироваться, зарабатывать и так далее. Но тех денег, которые удавалось зарабатывать, не хватало на промоушен, чтобы его поддерживать даже в том состоянии, в котором он был. Но знаете что? Нам кажется, что он сам виноват, что выплачивал такие гонорары. Он просто избаловал бойцов. Насколько нам известно, даже за участие в проекте Раунд Амиран платил 50 тысяч за выход и 50 тысяч за победу. Итого 100 тысяч при удачном исходе боя мог получить боец-любитель. Мы не можем сказать, что он совершил ошибку и то, что бойцы не стоят этих денег. Себе цену надо знать, и это правильно, тем более, что они рискуют своим здоровьем, выходя на бой. Но все же, мы видим, к чему это привело. К сожалению, «Битва за хайп» больше не будет выходить. Шоу закрылось. Наш промоушен Headshot еще только набирает обороты. И знаете, теперь мы окончательно поняли, что основная цель нашего шоу – продвижение своих бойцов. Возьмем только крупное – это отсутствие своих бойцов. Я сейчас понимаю, что вы мне скажете, ты че мелешь? Там было столько бойцов, столько харизмы, столько личности. Но давайте сейчас выдохнем. Выдохнем и снова по полочкам разберем. Назовите выходцев из битвы за хайп. То есть тех ребят, которые раскрутились, которые вышли только благодаря битве за хайп. И вы поймете, что на самом деле их по пальцам пересчитать. Да, тут мы солидарны с мнением Кимчи. Но несмотря на это, наши двери всегда будут открыты для звезд поп-ММА, оставшихся без отца-основателя. И будем рады принять вас на нашем проекте. Заплатим вам 3 копейки. Мы готовы платить, и действительно, многие из вас заслуживают хороших денег, но аппетиты стоит подубавить, иначе у нас не останется ни одной площадки, способных удовлетворить ваши запросы. Только представьте, какие бы бои можно было организовать, если бы бойцы были более сговорчивые. Например, нам был интересен бой Никиты Ворожбитова против Эдуарда Германского. В попытке организовать этот бой мы связались с обоими бойцами. Первый звонок был Никите Ворожбитову, он назвал нам адекватную сумму, и мы очень быстро договорились. Мы предложили Никите 3 возможных бойцов, и одним из них был Эдуард Германский и их возможный реванш. По нашему общему мнению, к которому мы пришли в переговорах с Никитой Ворожбитовым, что реванш с Эдуардом Германским был бы более интересен нашим зрителям. А по поводу турнира в Владимире, мне предложили реванш с Эдуардом Германским в этом городе. На бой согласился, но пока что с Эдиком сторона организаторов пока что еще не договорилась о бое. Поэтому посмотрим, что будет. Не знаю, будет бой, не будет, как к чему вообще покажет, посмотрим. И нам оставалось договориться с Эдуардом. С Германским наша беседа была более короткая. Мы спросили его окончательную цену за проведение боя на нашей площадке, не озвучивая его соперника. Эдуард запросил 300 тысяч за выход и 200 тысяч за победу. На этом наши переговоры были окончены. Нас очень спугнула эта сумма. По этой причине мы посчитали бессмысленным говорить, что речь шла о возможном реванше с Никитой Ворожбитовым. Наверное, не назревает и не совсем
конфликт, но там есть одна организация, которая сначала просила у меня помощи в рекламе, там потом предложили бой, я сказал, типа, ну, я дорогой, вы не потянете. Он, да не, ради интереса, я такой, ну, назвал цену. И вот недавно в истории он меня отметил, и, ну, короче, нелестно обо мне отзывался. Во-первых, как я понял, они уже с Никитой Ворожбитовым договаривались о реванше со мной. В связи с закрытием битвы за хайп, а также нынешней экономической обстановкой, вряд ли кто-то будет платить такие гонорары бойцам-любителям. В связи с этим мы еще надеемся организовать этот реванш и просим Эдуарда согласиться на более скромный гонорар. Также нам был бы интересен бой Зелимхана пулеметчика против Евгения Курданова по кличке Моряк. У них уже был поединок на голых кулаках на площадке регбиста. И мы с вами тоже обсуждали этот бой на нашем предыдущем выпуске. Если вы не смотрели этот выпуск, вот здесь будет подсказочка, переходите смотреть. Добавим только, что это два базовых боксера, но в смешанном стиле, они бы показали красочный бой. Тем более стоит отметить, что Евгений около 3 месяцев проходил подготовку в Дагестане, соответственно потянул борьбу. Хоть и Амиран сообщил, что бойцы могут забрать свои контракты, но, как нам известно от одного из участников проекта, что контракты забрать так и не удалось, и, возможно, Амиран готовит новый проект, связанный с боями. Мы всегда будем рады возвращению большого брата. Ну что ж, друзья, к сожалению, наш выпуск подошел к концу, и мы полностью погружены в организацию нового карда. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые бои, поддержите этот ролик лайком и пишите свои комментарии. Меня зовут Артур Исаян, с вами был канал Пуля ТВ, до новых встреч!